музыкальный фестиваль Tokyo Jazz Plus и новое интервью Димаша Кудайбергена обсудим в этом выпуске. Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. Фестиваль Tokyo Jazz Plus в онлайн-режиме состоится в ближайшее время. Казахстанский певец Димаш, обладающий уникальным голосом в 6 октав, рассказал о своих ожиданиях, связанных с участием в этом фестивале, а также поделился о своих планах и мечтах о будущем. Tokyo Jazz является самым популярным джазовым фестивалем в Японии. Раз в год здесь собираются и выступают всемирно известные джазовые исполнители. В интервью Димаш рассказал о столице Казахстана Нур-Султане, где он сейчас проживает. Он сказал, что это красивый, яркий и современный город. Признался, что любит свою столицу, а активный ритм горожан его вдохновляет. Также он рассказал, что у него там живет семья, и он, несмотря на свой плотный гастрольный график, старается как можно чаще приезжать сюда, чтобы побыть вместе с семьей. Мне также посчастливилось побывать в этом прекрасном городе, когда я приезжал на сольный концерт Димаша в прошлом году. До сих пор не могу забыть эти теплые, уютные остановки для общественного транспорта, больше похожие на элитный офис. Ну и, конечно, дворец президента также меня очень сильно впечатлил. Жаль, не пустили внутрь. Также Димаш рассказал, что из-за карантинного режима часто бывает в студии, где создает новые песни и записи, чему очень рад. Ну и, конечно, не забывает про отдых, коротая время за просмотром любимых фильмов и игрой в футбол с братьями. Да уж, все успевает наш большой артист на карантине. И 2 первоклассных клипа выпустить, и 100 раз футбольный мяч ногой набить. Прекрасный пример для подрастающего поколения. Также Димаш заявил, что для него большая честь принять участие в Токийском джазовом фестивале, где выступали самые именитые джазовые артисты. Димаш поделился и своим мнением о японцах, считая их добрыми и гостеприимными людьми. В этом он видит общие черты с казахским народом. Он до сих пор не может забыть встречу в аэропорту Токио, когда о его прибытии сообщили не только на английском, но и на казахском языке. Еще артист сказал теплые слова о красоте, очаровании природы, культуре, архитектуре и о достоинствах национальной кухни, которая ему, к слову, очень нравится. Не знаю, как Димаш, а между суши и баурсаками я выбираю последнее. Когда разговор зашел о вокале, Димаш сказал, что голос – это самый важный инструмент для вокалиста, и его нужно беречь, и о нем нужно хорошо заботиться. Также из интервью мы узнали, что Димаш перед концертом старается не напрягать голосовые связки. Иногда он вообще не говорит целый день и старается молчать 2 часа до концерта, а распеваться начинает за час до начала выступления. Залог сохранности голоса – это крепкий сон, утверждает Димаш. Поэтому артист старается хорошо высыпаться и жить упорядоченной жизнью, насколько это возможно. Также Димаш старается не спать слишком много, так как это может вызвать противоположный эффект. Очень надеюсь, что Иван Червинский посмотрит это видео. Также в этом интервью Димаш раскрыл секрет написания им песен. Основным источником вдохновения артиста являются важные события в мире, а чувства и переживания этих событий определяют тему будущей песни. Вдохновение часто приходит к артисту, когда он находится в самолете, смотря на небо через окно и рисуя красивые, возвышенные образы в своем уме. В этот момент музыка приходит сама собой, поведал Димаш. Мы все переживаем, что Димаш не высыпается, находясь в долгих перелетах, а оказывается, это основной залог его творческой стабильности. Вот так новость. Не обошлось в этом интервью и о творческих планах артиста, которые по-прежнему неизменны. Самая большая музыкальная мечта Димаша – это Грэмми. К этой мечте он движется ежедневно, прилагая максимум усилий. Друзья, если вы помните, мы присудили Димашу Грэмми еще в далеком 2018 году. Все остальное – лишь формальности и вопрос времени. Tokyo Jazz Plus полон восторженных ожиданий в этом году. Это и неудивительно, потому что народный артист мира примет участие в этом событии прямо в канун своего дня рождения. Уверен, это будет бинго. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.